Где мы? И почему мы связаны? Голова трещит. Ничего не помню. Сундук сбежал! Золото пропало! Развязать эти веревки. Мы никогда отсюда не выйдем. Так. Проснулись, мои дорогие. Смотрю, и в этот раз трактирщик меня не подвел. Кто вы? И что вам от нас нужно? Я? О, я, дорогая моя, ваша новая хозяйка. А вы мои новые служанки. И купила я вас за сущие гроши. Впрочем, трактирщик сказал, что в деньгах больше не нуждается. Он нашел какой-то клад или типа того. Трактирщик? Клад? Служанки? Да, милая моя, служанки, чтобы кормить мою киску. Она очень прожорливая. Ну мы не слуги. Это же несправедливо. Мы не должны были тут оказаться. Посидите тут до вечера, отдохните, а затем приступайте к работе. А тебе здесь самое место. Королевство безопасности. Под моим присмотром. Я вижу, дела у вас не очень. Это еще мягко сказано. А кто это с нами в темнице? Это я, Анна Стенджел. Добро пожаловать в нашу веселую и удачливую компанию. На вашем месте я бы не был столь самокритичным. Еще не все потеряно. Да, мы живы, и это главное. Ну живы-то живы. Без гроша в кармане. А еще без оружия, без доспехов и с пустым инвентарем. А мой инвентарь, он не совсем пуст. Ну-ка. Другое дело. А может, у меня что-нибудь есть? Давай посмотрим. Ладно, я тоже кое-что припасла. Ой. Ну, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Что ты делаешь? Срезаю веревки. Вот, готово. Ты использовала магию, чтобы спрятать нож? Нет, у девочек свои секреты. Ай, осторожнее. Ай. Фу, готово. Свобода. Все конечности засекли. Ой, я уж думала посинею. И стал бы темным полуэльфом. Теперь развяжите меня, я не могу здесь больше оставаться, уж больно сильно воняет. Не знала, что у тебя такой четкий нюх. Все верно. До того, как я стала первоклассным специалистом в зельеварении, я занималась тем, что помогала своим родителям в парфюмерии. Твои родители перформеры? Все верно. Парфюмеры. Потомственные и очень-очень известные. А кто твои родители? Хороший вопрос. Я не помню. Да и не знаю. Меня воспитало племя. А вождь говорил, что меня нашли в капусте. Ой, а это еще кто? Может быть, развяжем ее, а? Я не думаю, что это хорошая идея. Не зря же она тут находится. Да и связали ее не просто так. Ну уж второй-то раз мы в эту ловушку не попадемся. Да вы посмотрите на нее, она как ангел, а? Ну, давайте хотя бы кляп снимем, а? Ну, вряд ли она умеет колдовать ртом, а? Я не чувствую ни магических способностей, да и к тому же она может знать, как отсюда выбраться. Точно?
делайте, что хотите. Но я бы не стала ей доверять. Внешность часто обманчива. Ну ты посмотри, какая она зайка. Я чувствую в ней доброту, и ее затащили сюда явно несправедливо. Пожалуйста. Ну, наконец-то! Благодарю вас. Вы мои спасители. Сама судьба привела вас ко мне. Развяжите меня. Погоди-ка, а ты для начала расскажи, кто ты и как ты тут оказалась. Это долгая история. Скоро придет стража, и возможности улизнуть уже не будет. У нас совсем нет времени. Пока ты не расскажешь о себе правду, мы не сдвинемся с места. Ну что ж, хорошо. Меня зовут Амелия, и я принцесса. Точнее сказать, без 5 минут королева. Но есть одно препятствие. Ее имя Марана, моя мачеха. Король, мой отец, скоропостижно скончался совсем недавно. Говорят, что его отравили. Не сказать, что народ опечален этим известием. Он был злым королем. Но это всяко лучше, чем власть моей мачехи, узурпировавшей трон и посадившей меня в темницу. Она эгоистичная, жадная, властолюбивая и жестокая. А еще она спит со стражником. Это просто немыслимо. Итак, ваш долг — помочь мне сместить с трона эту безумную стерву. Не припоминаю, чтобы мы были кому-то должны. А нас ждет награда? Да, вас ждет великая награда. Мое слово — закон. Звучит, конечно, заманчиво, но не забывайте, что мы находимся в темнице. И у нас даже нормального оружия нет. Я знаю выход. Здесь есть тайный проход через клоаку. Через что? Мгм. Канализация. Твой парфюмерный нос удивится изысканному аромату. Нет, ну а может быть есть другой выход? Через главный вход, например? Нет, там опасно. Сейчас как раз красные дни, праздник, устроенный мачехой. Охрана везде усилена. Идем. Может, все-таки не пойдем через эту канализацию? Ну что ж, коли такова цена свободы, выбора у нас нет. Прежде всего, нам нужно открыть эту дверь. Сейчас бы как ни кстати пригодилась моя секира. Ну, вообще-то, у меня есть вот это. Как хорошо, что стражники не догадались посмотреть за ушами. Не в первый раз спасает. Ну что ж. Сюда? Готово. Всем тихо. Он спит. Нам нужно пройти мимо него. Вот. Мы попытаемся сделать это незаметно. У меня есть вот это. Может, это нам поможет. Что это? Я не знаю, это что-то на непонятном языке. Я успела одолжить эту говоря-поди. Подожди-ка, это что, эльфийский? Дай-ка. Лабурда найкос. Ты что, не умеешь читать на родном языке? Вообще-то он всего лишь наполовину родной. Так, здесь написано анал ангеляция. Что это такое, кто не знает? А может, что-нибудь связанное с приготовлением пищи? Точно, нет времени, дай сюда. Закройте глаза. Иннес анус панус танус. Все, идем. Что произошло? Где тюремщик?
Это что, свиток телепорта? В какой-то степени, да, он отправился в более благоприятное место, нежели тюрьма. А почему тут пахнет жареным? На нами кухня. Ладно, идем. Но сразу предупреждаю, кому-то из вас придется меня нести. Королевской особе не пристало пачкать ноги. Итак, уважаемые игроки, совместными усилиями вы попадаете в канализацию и не встречаете перед собой никаких существенных препятствий. А как же крысы, которые переносят чуму, мутировавшие рептилии, Люди без определенного места жительства, а? Ты что, это в своих умных книгах прочитала? Брехня. Вообще-то в ТикТоке я видела, что в канализации живут гарпии и троглодиты. От этого ТикТока тупеют. А вот авторитетный источник с Ютуба сообщил, что в канализации находится проход к центру Земли. А еще врата ада. Вы еще у нейросети спросите, что находится в канализации. это же гениально! Троглодиты действительно очень опасны, но, к счастью для нас всех, вы их не встречаете и благополучно выходите наружу. Черт бы побрал эти красные дни! Да! А также эту чертову королеву! Да! Будь она проклята! Да! Тебя так просто уже никого не пограбить! Наши корабли потоплены ее солдатами. Эх, сейчас бы мужика. Я бы не отказалась от компании какого-нибудь бравого матроса. Ой, в твоем распоряжении всегда есть осьминоги и медузы, а? Чертовы кости! Теперь это мое. Ну-ка! Плевать вздумала! Со мной? Нет! Ну-ка, подождите-ка! Ты что лезешь, а? Взгляните туда. Похоже, у нас гости. Люблю свежие потрошка. Твои-то потрошка. Давно кто свежал? Чертя за ногу. Такое яркое солнце. Где мы? Я чувствую, что пахнет морем. А я, пожалуй, воздержусь от комментариев по поводу того, что я чувствую. Да, все верно. Мы вышли на береговую линию. Теперь вам нужно вооружиться и посадить меня на трон. Вместо трона могу предложить только 2 стула. Кажется, у нас проблемы. Думаю, эта чернь не вызовет у вас беспокойства. Я не ослышалась? Чёртова рога! Девочки! Нас только что назвали чернью? Вы сами-то чем лучше? Из такой чёртовой голубой вылетки, а? Я прошу прощения за бестактное поведение нашей подруги. Мы всего лишь путники, которые немного заблудились. Да что вы говорите? Ядро мне в бухту. Вы не заблудились. Нет. Вы попали туда, куда надо. В конечную точку своего путешествия. Вы же не причините нам вреда. Поможете нам? Точно поможете. Вам поможет только дьявол.
Подождите-ка. Ну-ка, я их знаю. Я их видела на студентках. Вот это удача! Долбаные пираты. Точно! Точно, это они! Вам несказанно повезло, что моя сводная сестренка увлекается плотскими утехами. Ну, сами понимаете. Так вот, у меня к вам вопрос. Как вы тут оказались? Ну, если вкратце, спасаем принцессу и хотим сместить злую мачеху с трона. Чёрта мне под ребро! Злую мачеху? Она доставила нам много хлопот. Так что можете считать нас своими союзниками. Нам бы вооружиться и одеться, правда, у нас денег нет. А может, вы нам в долг дадите, но под процент, конечно. Держи карман, Шрек! У тебя отличное чувство юмора! Еще минуту назад они были на волоске от гибели, а сейчас у нас денег в долг просят! Посмотрите на них! О, у меня есть одна идея. Как насчет игры в кости? А у вас есть что поставить? Да, они станут вашими вечными рабами, если проиграют. Что? Да ты... Мы согласны. Ты с ума сошла? Твоя страсть к азартным играм часто добра не доведет. Не переживай, сегодня какое число? 10-й день белой змеи. А это значит что? Ретроградный Меркурий. По всем параметрам отличный день для игры в кости. Расступитесь, черт вас за ногу! Теперь твоя очередь, милая. Ну, что я вам говорила? Ретроградный Меркурий. Оружия у нас немного. Магического совсем нет, но я знаю, кто вам может в этом помочь. Идите вон в том направлении. Там в глубине чащи находится храм бабочки. Там живет старая бабка ведьма-невидь. У нее там свои счеты с мачехой. Удачи вам! Нам обязательно туда идти? Может, куда-нибудь в другое место пойдем? Ну неужели во всем мире больше нет магического оружия, кроме как у старой ведьмы? А что, если мы разделимся? Так будет больше шансов найти что-нибудь стоящее. А разве игра еще не закончилась? Я думала, мы уже все. Я думаю, у вас все только начинается.
Знайте, куда бы вы ни пошли, ноги все равно вас приведут к порогу дома старой ведьмы. От судьбы не уйдешь. А вот это мы сейчас и проверим. Да как так-то? Ну, мы же в разных направлениях шли. Можешь ничего не говорить. Я так понимаю, никто из нас ничего не нашел. Почему ты чешешься? Я подозреваю, что твое любопытство снова сыграло с тобой злую шутку. Да не спрашивай. Просто мне приглянулся один улей, где, по моим ощущениям, должно было быть много меда. Но там оказалось много пчел, верно? Которые не пожелали делиться медом. Все верно. Да что ж так чешется? Сейчас гляну. Проклятье! Чего-чего? На тебя наложено проклятие! Должно быть, это был не просто улей, а целая пасека, у которой есть хозяин, который наложил защитное заклинание. Да. А ничего тот факт, что мы тут по делу. Давайте зайдем внутрь. О, Гоеси, красной девицы, проходите, не стесняйтесь. Давно вас заждалась. Здравствуйте. А здесь живет старая ведьма? Что-то она совсем не похожа на древнюю старуху. Тю, обижаете, зело годков не 1000 будет. Или 2000. Ко мне еще ее прапрапрадед бегал за отваром богатырской силушки. Да, разговаривает она достаточно старомодно. Вы очень хорошо выглядите. Да можешь не кричать, черноухая девчина. Я все прекрасно слышу. По делу пожаловали, али гости к старухе? По делу, по делу. А дело, в общем-то, у нас такое. Я в силу непреодолимых обстоятельств осталась без магической палочки. Ну хотя бы никакой. Ну вы-то меня как маг понимаете, что в наше очень опасное время без палочки магу, вообще никуда не выйдешь. Я бы у вас вот что-нибудь одолжила, такое продолговатое, магическое. Я верну, честно, верну.
А еще, знаете, тут такое дело. Шла я тут мимо вашей пасеки, и совершенно случайно, повторюсь, случайно, я споткнулась и задела один из ваших ульев. И, похоже, я чем-то заразилась. Проклятием. А еще мы бы хотели спросить у вас совета. Как одолеть злую мачеху и посадить ее на трон? Да, и хотелось бы побыстрее закончить с этим безобразием. Каждая минута на счету. Да, мне все ясно, голубушки. Ну, яко с вами договор держать будем. Аль поможете мне, так и я вам помогу. Слово ведьмовское. Ой, беда со мной случилась. Давеча шла по тропинушке лесной, на птиц дивных засмотрелась. Ой, ляпота. Да споткнулась. И что-то потеряли, да? Правду глаголишь, ягодка девица. Обережек со мной был. Где он теперь, не ведаю. Не сомневаюсь, что они справятся с поиском. Верно. Давайте не будем терять время, отправляйтесь на поиски прямо сейчас. Этот. Я в тебе даже не сомневалась. Можешь не объяснять, как он у тебя оказался. О, зоркий взгляд соколица. Уважили, красные девы, уважили. Итак, вот ваша награда. Что же это такое? Сие есть ящик Пандоры. Что внутри, то мне неведомо. Силушка в нем скрыта, неимоверная. Никто из смертных не рискнет. Ну-ка, что там? Сейчас узнаем. И что же ты чувствуешь? Чувствую что-то мягкое и теплое, немного волосатое и сморщенное. А сейчас как будто оно становится таким твердым и горячим. О боги, да это же... Да, это именно то, что мне сейчас нужно. Ну-ка, дай-ка я попробую. Так. Чувствую что-то мокрое и горячее. Так. Узкое при этом. Так, там что-то хлюпает. Ну-ка. Ого! Силушка в ней скрыта, чует мое сердце. Но силушка эта непростая. Заточить себе способна она того, кто магией владеет и к ней прикоснется. Здесь пригодится. Ну, посмотрю, что ящик приготовил для меня. Такс. Погодите-ка. Мне знакомо это чувство. Что? Опять? Судьбинушка приготовила тебе избавление от хвори. Драконье семя все излечит и от нечистой силы сбережет. Ну что, теперь твоя очередь? Моя? Но я не совсем уверена, что данное действие принесет положительный эффект. А вдруг мое желание — это уничтожение мира? Ой, именно по этой причине я до сих пор не открывала этот ящик. Второй раз. Ну, что ж, всему рано или поздно придет конец. Вот это что самое? Толстый, большой, твердый. Ну, не сказать, что горячий, но я с собой могу нагреть. Вот оно. Ну что ж, красной девицы,
Пора вам в путь. Помогу вам еще кое-чем. Прыгайте, это сократит дорогу. Прощай! И спасибо тебе! Мы еще увидимся. Мне нельзя им показываться, они меня сразу знают. Как-нибудь отвлеките их. Положись на нас. В деле решения проблем нам равных нет. А как насчет дипломатического пути решения вопроса? Вам, варварам, лишь бы дай волю кулаками помахать. Хорошо? Хорошо. Прошу вас, представителей благородных рас, решить проблему проникновения внутрь посредством дипломатии. А я пока тут постою. Стой. Как я увижу? Прохода нет! Приказ королевы Мараны. Ну, нам очень нужно. Да, мы по делу. Вы кто такие? К какому еще делу? Сказано, прохода нет. Мы новые служанки королевы, и нам очень нужно попасть внутрь. Не смешите меня. Когда в служанке брали такой сброд? Последний раз говорю, вход закрыт. Вы находите меня недостаточно привлекательной. Ну а тут давай поподробней. Моя подруга только что сказала, что готова удовлетворить одного из вас. Но только если пропустите. Я такого не говорила. Нам же как-то надо пройти. Ну, вот это другой разговор, а? Это по-нашему. Теперь ты можешь пройти. А я? А твои навыки дипломатии еще недостаточно развиты. Итак, друзья, у меня есть еще одно предложение. Подойдите-ка сюда, я вам на ушко скажу. Все-таки иногда дипломатия уступает место старому доброму насилию. Ну что, пойдемте внутрь? Доставай свою палочку, она нам сейчас пригодится. Я что, сейчас просто так дала стражнику? Не переживай, кто-нибудь да заплатит за просмотр. Так, что мы будем делать дальше? Предлагаю войти внутрь и не оставить там камня на камне. Так это же твой дворец. Ну так построим новый. Он же застрахован. Не от всего в этом мире можно застраховаться, особенно от 4 разгневанных девиц. Итак, вы расчищаете себе дорогу с помощью оружия и магии, стражники в панике разбегаются, особенно, когда замечают принцессу Амелию. Почему-то она в них внушает больше всего страха. И вот вы оказываетесь у кабинета мачехи. Так, что тут у нас? Мифриловые рудники приносят сверхприбыль. Как думаешь, Атон, может, стоит разделить ее среди подданных нашего королевства? Да, госпожа. Так, а тут у нас что?
Список преступников, которые нужно помиловать. Да, моя госпожа. Почему ты все время мне поддакиваешь? Вы мне за это платите, госпожа? Так, заканчивай уже шутить. Нам нужно провести еще очень много реформ. Так, а это что за шум? А твоя палочка умеет зажигать. Да я даже не представляла, что она так может. В очередной раз убеждаю, что дипломатия не наш путь. Вот она! Обезрите ее, она очень опасна! Ты? Вы? Вот не ожидала, так не ожидала. Похоже, между нами возникло некоторое недопонимание. Она не та, за кого себя выдает. Я специально спрятала ее подальше от людских глаз, чтобы она ничего не натворила. Не слушайте ее, она вас заколдует! Атакуйте! Один щелчок, и ваше оружие исчезает. Второй щелчок, и исчезнете вы. Ну-ка, а это у нас что такое? Дай-ка посмотреть. О, Что там? оказывается, у кого-то есть такая же фамилия, как у меня. Вот это да. Вот это совпадение. А что насчет награды? Награда... Ах, да. Атон, запиши. Мои первые указы. Ввести пошлины на товары из северных лесов. Уж больно долго они сидели на нашей шее. Закрыть границы от гоблинов, орков и прочей нечисти. Всех преступников на виселицу. Повысить налоги на все. Ах, да, мои спасительницы. В темницу их и накидайте побольше дизлайков. Быстрее, голубушки, прыгайте сюда. Ну что, прощайте, неудачники. Дорогие зрители, спасибо большое за вашу поддержку, за ваши комментарии, которые вы нам оставляете. Это нас очень сильно мотивирует. Спасибо большое за внимание, которое вы нам оказываете. Эта серия была очень веселой, мне кажется, она была самой веселой, и мы очень надеемся, что вам, правда, это понравилось. Этот проект, наш общий некоммерческий проект, мы действительно вложили в него много сил, много финансов,
частичку своей души. Так что надеюсь, что вам действительно понравилось. Мы надеемся на хороший фидбэк, на ваши лайки. Добавляйте видео в избранное. И, в общем, рекомендуйте своим друзьям. И с семьей посмотрите обязательно. Да, нарезайте соцсети. Ура!